школа Аргентины испанского языка Китай Аргентина. С вами Леонид и Соня. Соня, привет. Всем привет. Соня, преподаватель школы. Какие ты ведешь группы? Я разный, с А1, прям А0, я бы сказала, до людей, которые уже долго учатся, там А2 и Б1 тоже скоро будет. Понял. И как раз я у Сони отучился на 1 и учусь на 2, и мое время немного постыдиться, что ли, да? Сейчас буду позориться. Сегодня мы изучаем такую вещь, как Мастер-шеф Аргентина. Точнее, смотрим маленькие отрывки, буквально 6 минут у нас отрывок. Мы его будем смотреть по минуте. Потом я буду говорить, услышал я что-то. Таким образом вы поймете, насколько я крут. А потом Соня будет говорить, что на самом деле сказали эти ребята, и мы это запишем в заметку. На самом деле это очень полезная вещь, особенно аргентинская версия, потому что слова именно аргентинские, много разных поваров, говорят они все быстро, говорят они все по-разному, и это очень хорошая практика. Скажи, Соня, как ты думаешь, какой это уровень вообще от того, что здесь происходит? Мастер-шеф, он уже чуть повыше. Я бы сказала, я рекомендую, допустим, А2, Б1 уже. Все-таки вот А1 не хватает. То есть, если ты на А1, нет смысла смотреть? Нет, да, и будет не хватать немного вот структуры какой-то. Естественно, если есть желание, то можно там что-то, можно все что угодно смотреть, слушать, но вот уже понимание придет к уровню чуть повыше. Но, например, вот даже сейчас мы проходим какие-то грамматические правила, и только сейчас их начал здесь замечать. Есть ли что-то, что, например, даже мы изучим на А2 полностью, а в разговоре этого будет еще больше? Конечно, безусловно. Какие-то слова из сленга, например, какие-то сложные термины, связанные именно вот с кухней, как бы со всей частью связаны вот с готовкой. Поэтому будут слова, которых вот надо будет отдельно там искать и так далее. Да, так как здесь нет субтитров, потому что это на оригинальном сайте местного Netflix, VIX называется, я обычно, когда не понимаю, подношу вот так телефон к экрану, и он мне переводит. Не все слова, правда, но иногда это получается. Вот, ну что, не будем вас томить, начнем. Это один из моих любимых эпизодов, это первый сезон, 2014 год, поэтому звук здесь, такой, más o menos. 14. Вот. Я так понял, что 14, возможно, еще раньше. Вот. Звук так себе, и здесь есть это отборочный этап, когда конкурсанты только приходят со своими блюдами, которые они сделали дома, и показывают поварам. И здесь приходят очень смешные типы, то есть это реально только в аргентинской версии я увидел таких чуваков. Был парень, который пришел с мамой, например, вот этот чел, который сейчас пришел, он вообще выглядит очень странно, как будто на полной транкиле, и мне это нравится. Так что давайте посмотрим минутку этого безумия и будем это пытаться перевести. Bienvenido a la cocina de MasterChef. Muchísimas gracias por empezar a trabajar. Tienes 5 minutos de escribir tu plato, presentarlo. Muy bien. Имеешь 10 минут, tienes 10 minutos, describe tu plato и presentarlo. Ага. Да? Describir? Что за глагол? Описать. Да. Muy bien. Опиши еду и накрой ее. Прекрасно. Dame un segundo. Vamos a tener un plato, unas pechuguitas al ajillo, ganciadas. Y lo vamos a... Вот здесь ничего не понятно. Вот вообще ничего. Vamos a tener un plato. Tener un plato, имею еду. Имею блюдо, да? Así es. И слово pechuguitas. Печугита это Diminutivo. грудки. Именно так. Sí, pechuguitas es en diminutivo, да? Как уменьшительное. Да, и да, то, да. и там используем в испанском. Просто Pechuguitas. он так говорит, что это не слышно. Сейчас еще послушаем еще раз все вместе. Tu plato, presentarlo. Muy bien. Dame un segundo. Vamos a tener un plato, unas pechuguitas al ajillo, ganciadas. Y Что такое аляхичо? Алахишо. Ахишо – это ингредиент, который он использует. Это как ахо. Sí? Ахо, он опять сказал, нет, ахишо, Ахишо. Это на самом деле как сорт получается. сорт чеснока. Sí. Именно так. У Алахишо. чеснока есть сорты? Как Или бы в Аргентине какая-то- это именно как манера сказать. Мы используем, во-первых, когда мы говорим, например, печуга, не просто печуга, а печуга al horno, por ejemplo. Да. Печуга a la portuguesa. Именно то, как приготовлено. Ага. это. Поэтому он как бы чуть приукрашивает, и можно сказать ахишо вместо ахо. Но это какой-то отдельный способ приготовления чеснока, ахишо? Или Он это сейчас просто говорит чеснок? как salteado, например, это как обжаренное именно. Это как
Он описывает именно манеру, вот как он это будет готовить, форму. Сальтиадо. Сальтиадо. А можешь написать слово сальтиадо? И вот Сальтиадо. это и ахишо. Можно Давай даже- напишем здесь ахишо сальтиадо. Unas pechuguitas al ajillo ganciadas. Y lo vamos a acompañar con unas papitas salteadas con Ansiadas puede ser también, но также можно добавить слово salteados, оно типичнее даже здесь. Algo salteado – это как бы обжаренное и может быть в каком-то соусе, и это как раз соответствует тому, что он говорит. Salteado o salteada, зависимо от чего он А говорит. ахишо? Ахишо. Как это пишется? Ну, стандартное ахишо. Ш, когда мы слышим, Да, сразу. 2 Л это Ш, правило Аргентины. Закон Аргентины. Поехали, да. ganciadas. Y lo vamos a acompañar con unas papitas salteadas con romero. Un invento mío. Он Вот он ромерос? Он сказал salteadas как раз, sí. Да. Vamos a acompañar, он сначала говорит. А ромерос это что? Romero, розмарин. Все. Это, Но он- как мы говорили, нужно знать много кухонных слов. Но он это не сказал, что именно с розмарином. Un invento mío. Чуть раньше. Una comidita que me hacía mi madre cuando era chico, unas pechuguitas al ajillo ganciadas. Y lo vamos a acompañar con unas papitas salteadas con romero. Un invento mío. Y, Что такое унементамия, что там говорит? y los vamos a acompañar con unas papillas. Картошечки. Sí. Acompañar – это именно глагол, который означает буквально сопровождать. То есть он сопроводил грудки картошечкой, Ну да. чесноком и розмарином. Именно так. То есть при готовке используется компаньер слова. Аккомпаняр – это как, чтобы сказать, как бы и, чтобы в добавку, да, иногда можно сказать тоже как на гарнир что-то, Да. и para acompañar, да, чтобы вместе с курицей, да. А как еще можно использовать компаньер? Acompañar также сопроводить человека, например. Por ejemplo, te acompaño al aeropuerto, ¿sí? Съезжу с тобой куда-то, Ну, типа сходим за вместе. компанию. За компанию буквально. За компанию, то есть, а как это говорится, що voi акомпаньяр ми hermana? Sí, да, я буду сопровождать свою сестру. То есть, это на самом деле имеется в виду, что ты не сопровождаешь там под ружьем, да? Да-да-да. С кандалами, а ты просто как друг идешь с ней куда-то. Да-да-да, просто за компанию куда-то сходить Понятно. тоже. Ладно. Al ajillo ganciadas. Y lo vamos a acompañar con unas papitas salteadas con romero. Un invento mío. Что такое унаментамия? Un invento mío. Вообще не так слышится. Un invento. Инвент это мероприятие, что ли? Изобретение. Invento. Есть у нас также глагол inventar, изобретать. Да. Invento, А изобретение. почему он говорит инвентамия, по-моему, в конце? Mio. Какое изобретение? мое. Именно так. Un инвентамия. Мгм. Офигеть. Ну, вообще не слышно этого, конечно. Un Но invento теперь- mío. Но теперь будет слышно, так, ребята. Еще раз слушаем этот момент, потому что это реально... Al ajillo ganciadas. Y lo vamos a acompañar con unas papitas salteadas con romero. Un invento mío. Una comidita que me hacía mi madre cuando era chico, cuando empezó a hacerle ¿No lo inventaste vos el plato? Он говорит, что что-то мимадра, Sí. был чикой, когда... То есть это, видимо, блюдо у матери, которое она готовила еду, когда он был маленький. Все правильно. Это то, что я понял, но я пропустил несколько слов. Я просто собрал это предложение из того, что понял. Да, в общем, он это именно и сказал. Una comidita que me hacía mi madre. И потом судья спрашивает у него как раз вот после этого одну вещь. una comidita que me hacía mi madre cuando era chico, cuando empezó a hacerle ¿No lo inventaste vos el plato? Новый мент, что-то это... Cuando empezó a hacer, когда она начала что-то делать, y no lo inventaste vos el plato. Элементасте. Inventar, у нас опять Да. глагол изобретать, да? Да. No lo inventaste vos el plato. А то есть не ты это изобрел, а Ага. твоя мать имеется в виду, да? То есть он сказал, что типа он изобрел это, а потом он сказал, что его мать готовила в детстве. Именно так. И этот чел нашел до чего докопаться сразу. Да. Но он самый суровый, кстати, ребят, запомните, в этой, из всей этой компании он смотрит хуже всех на них, просто уничтожает их взглядом, и это очень напряженно смотрится. como me dijo, Он сказал, кому дихо? Como dijo. Кому дихо, что ты сказал? Да, как вы сказали? Дихо – это дихар в прошедшем времени от его лица, от Sí. эль. От глагола decir. Десир, да, десир. То есть, что ты сказал? Кому диха? ¿No lo inventaste tú el plato? Но инвентас, что-то ты ту плату. Да, он повторяет вопрос там. No lo inventaste tú, tu plato? То
То есть 2 раза ту используется? Да, почему 2 раза ту? Мы знаем, что ту с акцентом это именно, вот когда пишется графическая тильда, это местоимение, но ту без него это твой или твоя. Так. Именно так. Ты можешь повторить эту фразу? No lo inventaste tú, tu plato. То есть 2 раза ту подряд как идет. Да, буквально он говорит, как это не ты изобрел твое блюдо. То есть просто ту написаны по-разному были. Если бы так. у нас была Если бы нам значок нужно- тильда в компьютере, мы бы написали. Да. То есть одно ту как ты, а другое ту как твое. Именно Правильно? так. Видите, Да. ребята, Это вот- слова в аргентинском, да, одно ударение и слова разные, хотя пишется одинаково. Это так. У меня в голове, когда он говорит туту, ну ты думаешь, что ты сам туту, что ли? Ну да. Почему? Ну типа, почему, да? А нет, не так. No, lo hacía mi madre y yo lo reformé un poquito. Poni- Асиен, он говорит, ми мадре, Прошедшему он говорит. типа сделано моей мамой. Да, sí, lo hacía mi madre. Ло асие. Да. Асие, я не знал просто такой фразы. Асия – это форма другого прошедшего, более сложная, именно продолжительная. Да, пишется как хасия, Да. но говорится как асия. Асия ми мадре, но я его типа улучшил, он говорит. Именно так. Отлично. Давай напишем слово асия, чтобы все Асия. поняли. Я понял, как это писать. Вот так. Мгм, там еще Там еще такая тильдочка, но компьютер отказывается ее писать, говорит, что не нравится ему это. Chamullo eso, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? mi madre y yo lo reformé un poquito. Se llama Poniéndole- chamullo eso, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Chamullo. Tiene estilo Donato. Mi madre y yo lo reformé un poquito. Se llama Poniéndole- chamullo eso, ¿no? чамушо eso. Чамуша? Es un chamucho, sí. Время написать волшебное слово чамуша. Именно так, Что это чамушо. такое? Вообще, Это как-то, мне кажется, на чисто похоже на шутку, нет? нет, не совсем. Чамуша – это на самом деле слово, которое может быть используется в 2 случаях, как бы в 2 контекстах. Естественно, один контекст – это когда, это буквально как соблазнять кого-то, Ага. там что-то красивое, там что-то кому-то сказать, как-то Ага. вот, чтобы понравиться, да. Но Так. также, на самом деле, мы берем этот концепт, когда мы просто, допустим, кто-то нам хочет что-то продать, буквально, продать, и буквально это как вешать лапшу на уши на русском Ага. языке, да. Это как пытаться как-то вот уговорить чамушар, и также это слово чамушо, Ага. это вот как существительное на самом деле. как Оно само плохое по себе. слово или нет? Это неплохое слово, но оно очень, оно неформальное, и это именно здесь в Аргентине используется. Это именно наш сленг. Чамуша, чамуша. Я знаю, как это будет на русском сленге матерным словом, но Да. не буду говорить. Но на самом деле это не является плохим словом, но оно очень неформальное, то есть потом мы его не услышим. Так, вот данный контекст чамуша, вот это сейчас прилагатель, это что, блин, как-то... Нет, он спрашивает, «Es un chamucho, no?» Это типа ты мне уши заговариваешь. Именно так, да. То есть это прилагательное? Нет, Данный глагол. Это также не глагол, Существительное. существительное, да? Es el chamucho, el chamucho. Все, это То есть существительное. то, что ты если- говоришь, то, что он говорит, lo que estás diciendo es un chamucho. А если это слово использовать как... Глагол, например. Глагол, это... ¿Estás chamullando o me estás chamullando? То есть, как это пишется, чамуандо? Chamullando – это продолжительное gerundio. Chamullo, chamullar или chamullando. Ага. Así es. Окей, принято. ¿Cómo le dicen ustedes? Chamullo. Tiene estilo Donato, ¿no? Un poquito. Донату пакито. Bien, Вот ahora vamos a этот escucharle, ему ответил чамуш. Se llama Poniéndole- chamullo eso, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Chamullo. Tiene estilo Donato, ¿no? Un poquito. al estilo de Donato. Еще раз Асти. Поскольку он француз, он говорит, es un chamucho eso, ¿no? Это как бы, вот ты меня там Ага. зубы заговариваешь. Немного в стиле Донато. Да, А что такое Донато? Донато – это вот этот шеф. который это рядом. просто имя чувака. Да-да-да, Донато. Все понятно. Chamullo. То есть суть в том, что он сказал, что вешает лапшу на уши. Это в стиле этого чувака в зеленых Да. штанах, потому что он итальянец, насколько я помню. Именно И суть в том, что он, раз он итальянец, значит он макаронник, значит он вешает лапшу. То есть они там друг над другом, короче, сейчас постебались. Я правильно понял? Отчасти То есть да. мы нашли в этой серии скрытый конфликт. Есть такое, да, скрытую шутку. Да, но это реально, вот кто смотрит в Аргентине, они все знают этих поваров? Давай с этого, как они Да, поняли эту шутку? все знают, то есть 100%.
Я не помню, как зовут именно француза, но он во всех реалити участвует. Здесь он прям, мне кажется, уже, мне кажется, лет 30 здесь на телевидении там снимается, во всяких разных реалити. И он такой супер серьезный из всех. Сейчас его даже, по-моему, нет в программах, но он вот, это как бы его характеристика. Мне недавно мой друг сказал, что он очень сильно похудел уже, что он уже не такой... Скорее всего. Они все втроем уже выглядят совершенно по-другому. Это да. За 10 лет изменились стилёвые. Здесь, да, этот повар также аргентинец, который лысый, он сейчас тоже чуть по-другому выглядит. Слушай, а подожди, вот этот француз, он приехал, получается, из Франции, да, сюда? Да, но он говорит хорошо. Естественно. Он или учил до этого, может быть, Я не замечаю того, что он говорит, как-то иначе, он говорит, идеально. Отчасти вот у него заметен чуть-чуть акцент. Он очень хорошо говорит на самом деле, только вот окончание иногда у него будет чуть странное, так сказать, для именно аргентинцев. Если есть наслышанность, можно услышать только. Естественно, пока, если ты только начинаешь изучать испанский, ты этого не заметишь. Если вы начинаете учить испанский, не смотрите этого чувака, короче, да. Но в контексте можно понять все равно, что он говорит, конечно. Конечно, да, без проблем. Окей, погнали. A mi mujer le gusta que le haga este platito. Dice que А mi mujer Le gusta. Le gusta esta pajita, или что Que говорит? le haga, Que le haga? que le haga este platito. Что такое que le haga? Que le haga. Que le haga – это форма также глагола hacer. Моей жене le gusta Да, моей жене нравится. que le haga este platito. Я так понял, что я варганю какую. Да, когда я делаю ей это plato, que le – это она, потому что он сказал Que le. мухер до этого, Забыл. и все поняли, что le относится к его ей, мухер. да, к ней. Да. Именно так. А ага – это ахаго, да, наверное? Ага, через Вот, а. вот так? Именно так. Только вот а также в конце. Que le haga. Это Sí. hacer в прошедшем? Эта форма que yo haga, это на самом деле субхунтиво, да? Это время, на самом деле, это даже не время, это как бы другой взгляд на глаголы, в общем, на то, как мы смотрим на время, это субъективный взгляд. То, что я мог бы сделать на самом деле. Это какой уровень? C8? Нет. Отчасти именно субхунтиво мы даем уже, когда, после B1, где-то B1, по-моему, что-то дается, какие-то там нюансы, но это более сложный уровень уже испанского. Сами люди так говорят? Конечно. Постоянно, да? Да, мы используем именно вот эту форму. Вот, если бы я был, вот это, если перевести на русский, это вот так звучит, да, или когда я делаю, или если бы я сделал, да. Как обычно, если бы, да, как бы. Да. Окей. le da mucho vigor. Entonces, mucho vigor como hombre. Entonces Entonces, что-то соло mucho mejor, да? Sí, le voy a poner mucho vigor. Vigor? Sí, vigor. Я думал, mejor он говорит. А что, El пожалуйста, vigor. vigor, что это такое? Vigor. Vigor. Также esfuerzo у нас есть синоним. Именно Нам нужно написать. esfuerzo. Так. Как много работы какой-то. Esfuerzo это же сила, по-моему. нет? Да, Fuerza. fuerza, Это да, сила. или esfuerzo, да, когда мы как бы посвящаем себе чему-то, вот очень много усилий делаем для этого, это ponerle vigor o ponerle esfuerzo. Ponerle, он использует глагол. Мы знаем poner? Кладу. Sí, ponerle, le мы используем, что это как в это, вложить что-то. Типа он имеет в виду, что он вкладывает свою еду, Да. свою силу. Всю силу, да, именно так. Окей. Habla con vigor entonces. А он говорит, hablar Habla con vigor. con vigor. Он говорит, тогда и говори типа со своей силой. Ну да, говори тоже с таким же усилием. Это к тому, что он плохо говорит, к чему это шутеха? Ну да, потому что он же как бы стал противоречить себе, когда он потом рассказал, что это мама ему готовила, поэтому, он говорит, как бы думай немножко перед этим. Отлично. generalmente se lo hago cada 15 días, trato de hacer un plato de esto con una pimienta, un ajito. Todo hito. Очень плохо. Да, тут тяжело. Мы Очень можем- плохо. Давайте послушаем. Generalmente se lo hago cada 15 días, trato de hacer un plato de esto con una pimienta, un ajito. Todo hito. Я понял только пimiento. Отчасти он в середине заметно, что он растерялся, он не знает, поэтому он вот это та-та-та. Вот, но вначале en general lo hago. Он начинает говорить, в В основном, основном я делаю con pimienta, un ajito, пimiento и что? pimienta.
Sí, pimienta – это перец у нас. Марон и пимиента, да. Así Я es. постоянно забываю это слово, на Es самом деле слушаю. pimiento и pimienta – это вот специя именно. Это молотый перец. Молотый перец. Ага. именно так. А пимиента и ахито ты говоришь? Сейчас. И ахито. Ахито это... Также чеснок, ахо. Опять? Опять в это чеснок в диминутиве. возвращенной форме, в мягкой форме. Чесночек. Чесночок. Именно так. Cada 15 días trato de hacer un plato de esto con una pimienta, un ajito, Todo hito, un ¿no? dulzor. Pollito, ajito, todo hito. Todo así, chiquitito, Hito, sí. cortadito. Me sale de esa forma. Да, вот он, по этому моменту я это выбрал, над ним начинает издеваться, что он ко всем словам прибавляет ито. Он говорит ито, он говорит, а он отвечает еще читито. Он говорит, чуть-чуть, типа. Да, все маленькое. Да, и этому французу это, конечно, не нравится. Yo les quiero contar un poquito, por ahí no me lo preguntan. Sacaste el hito de tus palabras porque ya me cansaste. А что он говорит, показ tu ito esta palabras, что-то еще, что-то консасте. Он сначала говорит сакас. Сакас это сакар, я не знаю, сушить. Окей, но не секар, а сакар через а. Так, и что Algo. это? Например, у Я нас... знал это слово, но забыл. Сакар. Да. Глагол сакар используется в разных вообще ситуациях. Сакар в этом случае также это убрать, просто что-то выкинуть, выбросить что-то. Также это может быть как просто как высунуть или, допустим, даже взять талончик. Это сакар турно или сакар un boleto también. Но в этом случае sacar el hito de tus palabras. Элито. Ito. Это именно уменьшительный Не, суффикс. сакалито слово, сакар. Sacar el hito. Сакар, Sacas el hito. ито. Вот так он имеет в виду. Вот это ito, это не Приставка является... вот эта. Это да, это суффикс. Он говорит, выкини эль, это эту приставку, Да. типа. Именно так. Ага. Porque Да, ya me cansaste. потому что зовут, No, porque vos ya me cansaste. не знаю, такого, консасте. Окей, мы знаем estar cansado, мы знаем. Да, Что означает estar cansado? устал. Окей, да, быть уставшим. Он говорит, yo estoy cansado o ya me cansaste. Он говорит, ща уже, Ага. я себя утомил, устал, Да. типа. Ты. Vos cansaste, только... Короче, он говорит, porque, що, ща, ме, это раздельные слова, ща, ме, кансасте, Он говорит, вот так? vos ya me cansaste. ¿Sí? То есть без «що». Просто даже мы знаем, что речь идет о нем. Почему? «Me» означает, что ты мне уже надоел, да? «Cansaste» — это именно склонение на «vos», ты. Как, да? Ты мне уже наскучил. То есть он прям сказал, так ему и сказал, ты Да. мне уже надоел. «Ya me cansaste», да? Я устала от тебя буквально, да. Bueno, ¿cuál es el francés? ¿Usted o usted? Вот это мне нравится момент, тоже он говорит, «Cuáles, или «Como es francés», типа, кто из вас француз? Он Así говорит, es. ¿Cuál es el francés? «Cuál es el francés?» Мне нравится, что чувак пришел на шоу «Мастер-шеф» и даже не знает, кто из них француз. Это очень смешно. Perdón, una pregunta. ¿Cuál te parece? Он говорит, «Cuál te parece?» Как ты думаешь? Да, ну какой, как тебе кажется? Да, как тебе кажется? Как тебе кажется, кто из нас француз? Ahí habló más en castellano, el señor en italiano, usted francés. No, yo soy. Он говорит первому что? El señor habla castellano. Сеньор говорит кастишано, это испанский барселонский язык. Да, кастишано. Ага, sí. Он говорит, этот итальянец. Castellano на самом деле это вот то, как мы называем язык, на котором мы говорим здесь, во всей Латиноамерике на самом деле. Естественно, в каждом регионе он чуть-чуть как бы изменился. Вот здесь поэтому мы его называем прям аргентинский, потому что у нас очень много наших слов и нашего, как бы, нашей интонации, но castellano это все равно называется как наш язык именно. Во всей Латиноамерике мы говорим на español castellano. То есть барселонский это не кастишано, оказался? Нет, это español, digamos, классический именно. И отчасти он чуть-чуть изменился. То есть в этом регионе Кастиша в Испании. Вот там говорили с какими-то характеристиками, которые потом приехали к нам сюда. Но, естественно, потом в каждой стране это изменилось. Отчасти это так. Теперь нам надо начинать наше видео. Добро пожаловать в школу кастишанского языка. Да. Все, это в следующем На уроке самом мы деле должно примерно- быть так. Отлично. В общем, он методом тыка нашел француза. Именно так.
Давайте, чтобы люди поняли. De tus palabras porque ya me cansaste. Bueno, ¿cuál es el francés? ¿Usted o usted? Perdón, una pregunta. ¿Cuál te parece? Ahí hablo más en castellano, el señor en italiano, ¿usted es francés? No, yo soy de Bursaco. Ah, de Bursaco. Что-то он что-то, но ТЦТ, soy бурсако. No lo sé, tengo un saco. Наоборот. Но лосе, я не знаю, я этого не знаю. Я не думаю. Да, и этого не... Да, он говорит, я не знаю, А no lo он sé. сако это? Tengo un saco. Мы можем опять послушать. Он сако. ¿Es francés? No, yo soy de Bursaco. Ah, de Bursaco. Что такое он сако? Un saco это пиджак. Сако. Он говорит, я не знаю, у меня есть пиджак. Ну да, на мне пиджак просто. А разве не трахи у нас костюм? Да, но сако это именно слово, которое мы используем для любой... На самом деле это как любой плащ может быть, но также... Вот так он пишется. Да, или какой-то большой пиджак, именно как oversize, то, что мы говорим сейчас, это un saco. То есть он просто не ответил, он сказал, да, мне, типа, у меня просто костюм. Ну да, как бы, что, по мне видно просто, да? И чувака это очень... Uy, chau, papi. Bueno. Le doy un poquito más a esto si no se enoja. Y ya. Что он сказал? Что-то вообще... Vamos a dar un poquito más a esto. Uy, chau, papi. Bueno. Le doy un poquito más a esto si no se enoja. Una más esto y синоха Un какой-то. poquito más a esto si no se enoja, да? Как бы приготовим это чуть-чуть. Си, но синоха. Сино. Если нет, Да. синоха это... Si no se enoja. Enojarse. Если это не злится. Да. Иначе, si no, это как иначе они разозлятся, да? Si no se enoja. Иначе кто-то разозлится, То есть да? он сам с собой сейчас разговаривает. Буквально, Он да. даже не им говорит это. Да. Он как бы сам себя утешает как-то. Y ya en plato. ¿Tiene otro fuego? ¿Prendió un fuego solo? No sé. Tengo rock en la salsa. Tengo rock en... Он говорит, tengo rock en la salsa. Sí. Имею рок на сальсе, типа. Rock, podemos escuchar de nuevo en la salsa, dice, ¿no? En la salsa. Fuego. ¿Te gustó? No sé. Так и написано, Что? кстати, так и написано. Печуитас. Печуитас это Аль. грудки, Да. грудки, ну и чеснок. А аль это под чесноком или в чесноке? Это именно как в, на самом В деле. чесноке. Да, То есть в. чесночные грудки, если так перевести Да. по-русски. То есть у нас даже аль, вот этот, мы используем предлог а, когда у нас что-то приготовлено в какой-то форме, как мы говорили. Аль орно даже. Да, аль или В духовке. на дровах. Типа, Так же. да? Именно. ¿Los puntitos negros son? Son pimientas. Pimientitas. Он сказал слово. Пиментита. Пиментит. Se levantó una cejita, a mí me parece que le gustó. Что-то сихито, Se парасет. levantó la cejita. Се левантó. Se le levantó, на самом деле. Давай напишем это. Се Levantó. леванто. Вот так. Именно так. Типа ты проснулся, так что ли? Но levantó, просто levantar, что означает? Без се. Это что-то поднять, да? Да, ну, Но он говорит на- Деспертарся и левантарся, типа, там, как подниматься, типа. С кровати обычно я использовал это слово. Но он обращается к нему на вы. То есть он говорит, у вас поднялась сехита. Что такое сахита? Ceja. Уменьшительно от ceja. Ну, ¿Qué es la ceja? Parte de la cara. Бровь. Извините, я Sí. этот урок я пропустил. Можете Это написать один у нас sí. уроков. Это Ceja. получили действительно один, но я использовал это слово 0 раз в жизни. Ну да. Я по-русски-то бровь не использую как бы никогда. Почему он использует не ceja, а сехита опять в уменьшительном? У тебя поднялась бровушка. Да. Мне так кажется, он сказал, Да. кем я что-то мне парece. Me parece que le gusta. Мне кажется, Да, вам нравится. Se levantó una cejita, a mí me parece que le gustó. Yo pienso que sí. Buenas. Buenos
Буэнассе? Buonasera. Buonasera, он сказал. На итальянском. Добрый вечер. А, серьезно? Да. А я думал, сэр, это будущее, вот это... Нет. Хорошее будет. Это не на хорошее- испанском. Хорошее будет. Es inmutable, Señor. Что он сказал? Тут Поняла? надо переслушать опять. Es inmutable, Señor. Серлитар или какой-то? Этот тип говорит очень быстро. Я думаю, здесь еще проблема, что и звук в этот момент лажает, Да. потому что И я- я говорю старое видео и микрофон Сеньор, такой. да, он что-то Ладно, будем объясняет. сказать, что он просто пробубнил, а Он это вот, действительно пробовал. Yo no sé si sos un cocinero divertido o Касинедо Дивертидо, веселая кухня. Yo no sé Сначала. Я не знаю, веселая ли у тебя кухня, типа. si sos un cocinero. Являешься ли ты веселым поваром? Ага. Просто раз, у меня началось с одного, закончилось предложение совсем другим. Вот, поэтому надо сначала всегда начало слушать, чтобы понять, как, потому что потом окончание как бы понимаешь, но не знаешь, что конкретно он ему сказал. yo no sé si sos un cocinero divertido o un chanta que cocina. Омучанта. Un chanta. Умчанта? Un chanta. Можешь написать чанта слово? Я не понимаю, что это такое. Chanta. Какие есть чанта? Chantaje. ¿Sabes esta palabra? Но, perdón. Chantaje, esto es el chantaje, но un chanta – это человек, который es un estafador, у нас есть также в испанском языке, как более формальное, да, estafador. И Чантахеар – жульничать. Ага. Vos sos un chanta, у нас есть именно выражение. то есть, короче, веселый ли ты повар или жулик? Именно так. Или Сравнение как бы не если ты знаешь, жулик. оба сравнения не очень, как бы, оба варианта. Да. Чанта – estafador, жулик. Но в данном случае что имеется в виду вот под словом жулик вот в этом видео? Именно, я не знала, если как бы ты просто веселый тип, или ты просто не умеешь готовить. В да? этом плане имеется в виду? Да. Или Ты он как имел в бы- виду наоборот, что ты круто готовишь, типа выглядишь как дурак, а готовишь круто. Не может быть так? Нет, наоборот, тут оба варианта плохие на самом деле. Понятно. Soy geminiano, puedo hacer las dos cosas. Что он сказал? Сой? Хеминяно. А ну-ка, я должна быть уверена в том, что он сказал ему это. Soy geminiano, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Soy las dos cosas al mismo tiempo. Хеминяно, он говорит про свой знак зодиака. Хеминис. Давай напишем это для тех, кто любит знаки зодиака. Да. Хеминяно о хеминяна – это человек, у которого, ну, его знак – это близнецы. Ага. Говорит, я близнецы, я немножко то, я немножко это. Это, кстати, очень хорошо он выкрутился, если честно, в данной Да. ситуации. Soy geminiano. Yo quiero ser cocinero, quiero cambiar. Что ты хитрый? Quiero ser cocinero, quiero cambiar. Нравится готовка, нравится менять. Да. Quiero cambiar yo. Я хочу... Меняться. Да. Yo quiero ser cocinero, quiero cambiar. Y darle de comer a mucha gente, tengo ganas de hacerlo. Veremos. Esperemos, это посмотрим. Esperemos. Esperemos. Подождем. Es un plato muy raro. Это es un plato raro. Это блюдо странное. Hay una combinación de sabores que no me... Una combinación de sabores. Комбинация вкусов. Sos muy payasesco. Сос muy parasesco. Payasesco. Пащасеско. Что такое пащасеско? От слова пащасо. Пащасо это клоун. Именно так. Он как бы его называет, ну, ты как бы haces payasada, payasesco, ¿sí? Как бы, Клоунада? да, как бы буквально выглядишь как клоун, пayasesco. Знаешь, человека в прямом эфире на всю страну выпускают так жестко. La seriedad, no. La seriedad. Противоположное. А именно вот серьезность, как бы, где... Еще раз. La serio. Seriedad. Así. Это серьезность. Да, именно так. Seriedad. И он поэтому снял свой
No, no te digo por eso, no por la vestimenta, sino tu forma de ser. Eso es mi forma. Sí, Давай еще раз. Очень он прям разогнался. Значит, la seriedad. No te digo por eso, no por la vestimenta. Но te digo, No te digo por eso. но te digo, ты не говорил мне. Yo. Я тебе не говорил про это. То Да, есть он снял я тебе не шляпу, говорю об этом. а он подумал, что это из-за шляпы его назвали клоуном. Да. Так что ли? Он говорит, hablo de tu forma de ser. Форма твоего существования? Да, типа? о том, какой ты именно. Мы говорим, да, буквально манера, вот, какой ты именно являешься, да? Форма de ser. Tu forma de ser, это, он говорит о его характере, да, о том, как ты ведешь себя буквально. Форма de ser. Presentación, tu forma de ser. Eso es mi forma. Форма ми форма. Es mi forma, ¿sí? А он говорит, ну я такой, как есть. Именно да? так. Es mi forma, да? Sí, es mi forma. Sí, bueno, pero las veces que pasa la cocina de rigor. Bien para что-то Bien, cocinar. la cocina es de rigor. Мы можем опять послушать эту часть. De rigor. 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 Forma de ser. Eso es mi forma. Sí, bueno, pero las veces que pasa la cocina de rigor. Por más que sea simpático. Что такое rigor? Rigor Так это пишется. что-то строгое, ¿sí? Так? Именно так. Rigor, ¿sí? Seriedad также похоже, что нужно также опять как бы вкладываться в это, что кухня, он говорит, это как бы, ну, не для всех, это что-то очень строгое, надо соблюдать это. De rigor. A mí a la hora de comer tengo que sentirlo en tus platos. Сантимас. A mí a la hora de comer, В час еды. да, когда нужно есть, и podemos escuchar de nuevo, Ага. он быстро начал говорить. Por más que sea simpático, a mí a la hora de comer tengo que sentirlo en tus platos. Quiero seriedad. La puse. Bien, a mí a la hora de comer, самое главное, вот, a mí, да, он говорит про себя, когда вот нужно что-то съесть, lo más importante es la seriedad также, ¿sí? Когда я хочу что-то сейчас еды, я хочу съесть что-то серьезное. Ну да, именно так. No está la seriedad acá. Но это Он говорит, что-то, ну типа, у тебя что-то не так. La puse. No La puse, он сказал. Пуса. Он говорит, necesito seriedad. Он отвечает, la puse, Пуса это что? Пуса, de да? poner, прошедшее от глагола poner. Он говорит, я это сделал, типа? Да, как бы я вложил, как бы, серьезность Он говорит, что какую-то. это не серьезно, он говорит, нет, я все, это серьезно, типа, Ну да, я все сделал я правильно. все сделал. está la seriedad acá. ¿Me la puedes dar, decís? El la puedo dar? ¿Me la podés dar? ¿Ты можешь мне ее дать? No está la seriedad acá. ¿Me la puedes dar, decís? Todas, ¿sí? Entonces mi respuesta Он имеет в виду, можешь ли дать мне эту силу, типа, эту, ну, дух готовки Именно этот? так. Он говорит, да, типа, могу. es un sí. Ay, señor. Muchísimas gracias. El plato no es interesante. Me Это no es interesante, ну, мне- parece que tenés muchas ganas. потому что есть много причин. Ганас. Будут сомнения, Ганас, ну, причины, по-моему. Pensé que tenías muchas ganas. Ganas это желание. Ганас. Que vos tenías muchas ganas. Te vos tenemos mucho ganas. Да, что у тебя, ну, что ты очень хотел этого, да? Я думала, что у тебя и было это желание. No es interesante. Me parece que tenés muchas ganas. Me parece que tenés muchas ganas, ¿sí? Мне кажется, у Que тебя, tenemos mucho ganas. да, что у тебя все-таки есть желание. Pero como te dije, no logro entender si sos un chanta o sos alguien divertido que cocina. Pero no entendí что-то, но не понимаю вот того, что ты делаешь, я так понимаю, Дмитрий. No logro entender si sos un chanta Si sos muchanta. Si sos un chanta, он как бы повторяет то, что он раньше сказал. Он no logro entender, да, Ага, от глагола lograr, да, это именно как достичь чего-то или да. буквально он говорит, как у меня, ну, я не могу понять, почему вот, если ты все-таки веселый повар, как Да. он говорил, или ты вот занимаешься не тем. А мучанта это у нас... Чанта. Чанта мы говорили, это как Чанта жульничество. я видел, он сказал мучанта, нет? O si sos un chanta, ¿sí? Un чанта, я думал, Да. мучанта. Un чанта. Un chanta. Ujú. Lograr. Лограр, да. Лограр, кстати, вот сейчас в каждом Да. выпуске я слышу это слово, и я его более-менее... Буквально это как запомнил. достичь, lograr. Да, или Чего-то, да. достижение. o
o sos alguien divertido que cocina. Soy de divertido. O sos alguien divertido, или если ты просто alguien divertido, это кто-то... Веселый. Para mí eso no. Para mí eso no. Для меня это нет. Ну, типа, француз ему сказал да, этот сказал нет. Сейчас все от итальянца. Yo creo que MasterChef es un momento donde se decide Yo creo que MasterChef es un momento. Я предполагаю, что MasterChef это момент, а дальше я не успел. que MasterChef es un momento donde se decide este cambio. Вот здесь что-то поплыло. Donde Где? se decide este cambio. Se decide. Se decide. Это как бы... Ты решил. Это не склонение на «ты». Это именно как безличная форма. От глагола decidir. Где решают? Да, где решается Este cambio, он сказал. este cambio. Это Эти изменения. именно так. Да? Какая-то Как фраза это, бессмысленная он для как меня. бы говорит о том, что вот где решается это изменение. Сейчас мы послушаем, какое изменение. Продолжение нужно. Да. Desde un hogar hacia realmente estar al mando. Tenés que experimentar un poco más. Именно это изменение того, чтобы человек мог estar al mando, да, чтобы он мог как бы контролировать что-то. Estar al mando это именно вот выражение, как находиться, вот это как быть за рулем, да? Estar Estar al mando. Estar первичная форма. Да. Al mando. Al mando. Но это не буквально управлять Вот так. чем-то, вот именно какой-то машиной, а управлять командой, например, estoy al mando de mi cocina. Допустим, у меня там, я шеф, и estoy al mando. А можно сказать, estoy al mando mi vida. De mi vida, да, я управляю своей жизнью, я именно Ага. имею силу. Al lado de tu mujer, que seguramente te ama y que te dé el soporte necesario. Ну, типа, что он говорит про его мухер, que te ama, женщина, которую ты любишь. Да, al lado de tu mujer. На стороне. Да, рядом. Да? Para volver el año que viene. Para volver, для того, чтобы вернуться. Ага. И вот что-то там. Да. Para volver el año que viene. И a lo que viene. El año que viene. В год, где ты El живешь. próximo año. Типа, вернись к нам на следующий год. он имеет в виду. Именно так. El año que viene. Именно здесь, в Аргентине, мы используем именно это выражение. Да? Год, который придет. Буквально, да? Который придет. El que viene. Глагол venir. Поэтому мы используем иногда не el próximo jueves, например, а el jueves que viene. Да? El año que viene. То El есть mes я- que viene. То есть следующим летом я поеду про Верано Кевьену, там что-нибудь такое должен сказать? Да, летом, который придет, я там пойду куда-то в поеду. парк, там типа. Да. El Verano Кевьену, еще voy al parque. Bien. Так что ли? Sí, el verano que viene. Que viene. Ahí. Así es. Мы можем записать, думаю. Ну да, на самом деле, El año que viene. по-русски это какая-то фраза странная. Это так действительно. Тут у нас эни нет, да? N нет, но там, короче, N с такой Ага. яркой черточкой. Это, кстати, проблема. Когда нет в наличии эни в некоторых клавиатурах, мы как бы вот испаноговорящие, для нас это непросто. Да, подвох в том, что испанский язык есть в этом компьютере, я его установил вчера, но нет все равно, мы сейчас на испанском пишем, но N почему-то все равно нет. А, ну да, он где-то здесь должен быть эни. Спрятан. Да. Para mí eso no. No hay Ну все, problema. Muchísimas gracias. Обожаю его. Какой он позитивный все равно. Ну, здесь его выгнали, жена его поняла, что его выгнали. Я думаю, что сегодня у нас уже мозговой перегруз. Да, Вот. много всего. Да, много всего интересного, но на самом деле, если вот послушать, выучить вот эти, например, часть вот этих слов, они будут в следующих выпусках тоже использоваться, Да. определенные из них. Да, к тому же хочу сказать, что очень классно, допустим, если вы хотите именно узнать какие-то слова конкретно как бы аргентинские. Например, вот они повторяют чанта или чамуша, вот мы смотрели как Да. жулик, или вот эта манера как бы уговаривать кого-то, или вот вешать лапшу на уши, это, или соблазнять. Это очень слова характерно аргентинские именно. Это как наш сленг, очень много взято именно из итальянского, из люмфардо, так называется наш итальянский сленг. Конкретно используется именно в Буэнос-Айресе здесь, но можно услышать потом, вот, смотря на регион, вот, куда ты поедешь, с кем ты говоришь. Здесь в Буэнос-Айресе очень много используется это. Чамуша это вообще как по всей Аргентине знают, все говорят это слово.
Ну, так что, ребята, мы можем подвести какой итог. Смотрим разные сериалы, приходим в школу Китай учиться, и здесь вам расскажут много интересных слов. У нас даже в разговорном клубе есть «Мальпалабрас». «Малес палабрас», где дают все матерные слова, какие вы хотите. И более того, не просто дают, заставляют вас комбинировать матерные фразы, вот, Да. чтобы понять, как ругаются на местном языке. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и пишите, какой следующий фильм, отрывок или передачу вы хотите разобрать. Обязательно. Мы И тут мы будем. позовем Соню. Хорошо. Вот. Я только за. Пока-пока. Пока-пока.